Это кто тут готов к съемке? Ты готов. И ты готов. Ну ладно. Сейчас начнем. Добрый день, друзья! Помните две маленьких орхидеи в торфяных стаканах? Посадка этих двух орхидей была сделана в начале сентября. Видео, правда, вышло о них чуть позже. И ссылку на него я оставлю в правом верхнем углу экрана. Чем примечательны эти две орхидеи? Купила обе орхидеи в торфяных стаканах. Даже без маленьких стаканов, каких они обычно продаются. Пришли только в торфе. Пару месяцев они стояли, начали растить корни, и была сделана экспериментальная посадка. Но эксперимент не заключался в том, чтобы показать вам, как растят они корни в коре или в керамзите с циофлорой, а именно посадка вместе с торфяными стаканами. Причем и у этой орхидеи, и у другой видно торфяные стаканы. Они так и сохранились, никуда не делись. При пересадке я заметила, что у этой орхидейки был цветонос. Хотела его вовремя обрезать, но забыла, не получилось. Уехала отдыхать, и в конечном итоге орхидея зацвела. Зацвела по сорту. Название будет внизу бегущей строкой. Вторая орхидея Леди Мармелад. Давайте посмотрим, как растят эти орхидеи корни. Одна в коре, другая в керамзите. Но это не самое важное. Но все-таки посмотрим. Орхидея, которая находится в коре, сначала очень активно начала расти корни. Сейчас замедлила. Все корни прорастали внутри горшка. И совершенно не росли корни от шеи. И только сейчас начал расти корень от шеи и убегать из горшка. Вот он растет выше горшка. Я никогда специально не заправляю корни в горшок, не направляю корни в горшок. То есть орхидея растит корни так, как ей хочется. Торфяной стакан находится внутри. Он не мешает при этом жизни орхидеи. При покупке на листике были эти пятна, они не разрастаются, поэтому я их ничем не обрабатывала. Вторая орхидея Леди Мармелад. Она растет в смеси мелкого керамзита и циофлоры. И казалось бы, нет почти в горшке корней, но они есть. Просто корни начали расти вниз, не выходя к стенкам горшка. Сейчас доросли до самого низа горшочка. Здесь появился корень. Вот, внизу горшка появился корень. Но она очень активно растила корни от шеи, причем сверху. Корней очень много, но для такой маленькой орхидеи. Не забывайте, купила я их в размере 1,7. Подожди секундочку. Успокой этого. Иди на место. А ну лежать, всё. Тогда здесь лежать. А то он буянит. Мне кажется, что это очень активный рост. И если сравнить здесь корни в горшке, а здесь корни сверху горшка, ну, то рост корней приблизительно одинаковый. Опять же, этой орхидеи по каким-то причинам хочется растить корни от шеи,
а этой внутри горшка. И вот я прямо слышу, как вы мне сейчас говорите, да корни же орхидеи растут лучше, конечно, в коре. Поэтому у меня сейчас здесь стоит несколько примеров. Ну, в коре у меня просто нет посадок. Ну, казалось бы, мох влагоемкий. Орхидея должна все корни тянуть в этот влагоемкий мох. Но нет. Она все равно растит воздушные корни. Причем везде. И в стакане в моховом есть корни. Но когда начинают расти новые корни от шеи, то они растут вверх. Точно так же. Еще один пример. Но здесь уже пример роста корней в керамзите. Первый корень, второй корень, третий корень, которые росли от шеи, орхидея погрузила в керамзит. А следующие, которые выше посадки, она начала растить воздушными. И вот смотрите, из пазухи листа проклюнулся новый корешок, и он вообще смотрит вверх. Так что не обязательно орхидея должна растить корни, опуская их в кору, или же поднимая их вверх. Все бывает по-разному. И каждая орхидея очень индивидуальна. Это недавно купленная орхидея. Мне подсказали несколько ее названий. Мне больше всего понравилось название «Мамин поцелуй». Она тоже находится в торфяном стакане. Я ее не пересаживала. Поливаю, замачиваю торфяной стакан, сливаю воду, ставлю вот в этот небольшой горшочек. И смотрите, она в торфяном стакане как активно начала растить корни. А есть корешок, вот сейчас, если вы разглядите здесь, который растет внутрь торфяного стакана. Почему-то эти корни, которые находятся поверх торфяного стакана, они не пытаются прорасти туда в глубину, а этот растет. И еще здесь очень хорошо заметно, что есть внутренний торфяной стакан. Когда будем пересаживать, я вам покажу. Торф как губка. Обернут еще один слой. Но растет. Как только закончит цветение, обязательно вместе с вами ее пересадим и уберем торфяной стакан. Но вернемся к нашим двум посадкам. Пока эти две орхидеи очень активно растят корни, а листьев нет. Я их удобряю, но не стимулирую. Посмотрим к весне, начнут ли они активно растить листья. Но, в общем-то, понаблюдаем дальше за этими орхидеями. Но торфяные стаканы убирать пока не будем. Пусть эта посадка так и останется. И, кстати, как же я их поливаю? Ведь ужасно неудобно поливать с торфяными стаканами. Когда мы покупаем большую взрослую орхидею, мы поливаем там по краю горшка. А здесь у меня орхидеи посажены в двойные горшки. И вот здесь я тоже экспериментирую. Заливаю горшки наполовину водой, даю постоять примерно полчаса. И в коре делаю точно так же. Но когда поливаю в коре и в керамзите, начинаю полив, я эту воду наливаю по краю горшка.
Точно так же делаю в двух случаях. И когда горшочек набирается, ну, может быть, чуть выше половинки, чуть-чуть выше половинки горшка, оставляю и кору, и керамзит постоять полчаса. Потом всю воду сливаю и возвращаю орхидеи на место. Вот такой даже экспериментальный полив. Я считаю, что чувствуют орхидеи себя прекрасно. Но понаблюдаем дальше. До новых встреч. Увидимся на канале. Что? А можно было так спокойно себя вести, Всё когда время. съемка идет? Личуль, ну ты же мальчик хороший. Но вредный. Тихо, тихо, тихо. Все, тихо. Не надо с ним разговаривать. Сема, лежать. Сема, Сема. Лежать. Лежать. И тихо. Все, молодец. Добрый день, друзья.